Так, дальше давай. Чемпионат Европы. Как вы готовились к этому чемпионату Европы, на котором вы выиграли впервые в истории? Россия выиграла золотую медаль в Европе. У нас были стандартные сборы со сборной России, которые, наверное, как обычно, там 2 недели. А они были еще, получается, раньше, потому что, опять же, ковидное время было, и нужно было раньше приезжать на чемпионат Европы, там, из серии сутки посидеть в номере, подождать, когда отрицательный, неотрицательный тест у тебя придет, и сам чемпионат Европы. Специально какие-то, может, настраивались как-то вот на этот турнир? И чувствовали ли вы себя фаворитами? Я сейчас расскажу историю. Она очень грустная. Для меня было очень тяжелое время. В марте у меня умерла бабушка, получается, мама с папиной стороны. Это был март. В апреле, перед самой Европой, во время сбора, у меня умерла мама с маминой стороны. То есть 2 человека близких ушли в самое какое-то важное время для меня. То есть мы с Родионом уже были тогда в топе. То есть на нас, я так скажем, возлагали надежды, что мы как бы в призыв войдем. Не знаю, как чувствовал себя Родион, но у меня вот было такое, что надо выиграть. Вот у меня какая установка была. То есть тебе это дало сил? Я думаю, что да. Каких-то определенных моментов я никому это раньше не рассказывала, эту ситуацию, но сам факт. Для меня было очень тяжелое время. Знаете, после тренировок, когда идешь в душ, хочется просто стоять под душем и плакать. Вот из этой серии. Вот, и какая-то задача была. То есть сама Европа, она какая-то фантастическая была, я бы сказала. То есть мы на каком-то кураже с Родионом играли. Он был тоже. То есть у нас и посев был, у нас были наши любимые Жекелис Делару за 4. Это была какая-то принципиальная у нас игра с самого юниорского возраста. И проиграть им, нет. При том, что мы в личных турнирах никогда им не проигрывали. То есть это, наверное, больше на руку нам было, что они попали на нас, потому что играть с ними нам, не сказать, что легко, но удобно, я бы сказала. В залах 4 они были, полуфинал у нас был с немцами. Там тоже была такая курьезная игра, так скажем. Там в конце такой момент был, что это или поле, или аут, но судья показал вашу сторону. Я не знаю, я смотрела интервью Родиона, он сказал, что подошел к нему судья на линии и сказал, что там был аут. Я не знаю, откуда он эту информацию берет, но было, он к нам подошел, мы шли сами после уже того, как победили, шли в гостиницу, и парень, Родион там где-то сзади вроде шел, и он подходит, говорит, там было поле, то есть не переживайте. А то есть для меня, естественно, я не переживала. То есть ты на таком кураже, там такой счет еще в первой партии, вторая, третья. И, для меня, естественно, было всегда ты видишь, что поле было, когда ты хочешь победить. Но когда он сказал, знаете, как-то, легче, что ли, стало. То есть, что ты честно победил. Ты реально видела поле? Я вообще не видела. Там тяжело было увидеть. Там тяжело было видеть, да. Там было что с той стороны аут дальний. Да. И там... Ламфус закричал так, что там, километровый аут был. Разорался, да. Тоже. Видите, когда хочешь победить, я говорю, и аут, и поле кажется тебе всегда. Парень это сказал, что было поле, и... Надо найти этого парня и... Спросить заново? Да, спроси его. Не поменял ли он решение? Может, он подошел потом к Ламфусу и сказал, там был аут 100%. Так, тяжелая победа с немцами. Дальше у вас англичане? Да. Как с англичанами? Психологически как было? Тяжело или легко? Или вы выходили уже? Здесь уже все, мы закрываем эту страницу, переворачиваем. Бывает часто, что последний шаг самый сложный. Когда вы прошли таких сложных, серьезных соперников, попадаете в финал и уже заранее, заведомо уже все первое место отдали, можно оступиться на последнем шаге. У меня, про себя скажу, у меня была зажатость в первой партии. Но не из-за того, что мы уже первые, а что это чемпионат Европы, это финал. Мы первый раз играем. И то, что это само... это не сказать, что давление. Там же уже начали писать, что впервые в истории Алимов, Давлетова вошли в финал. И то есть еще чуть-чуть, и мы, прям в историю войдем. Вот из этой серии. Тяжело было. Первую партию я, говорю, когда у тебя ничего не получается. Там Родион пытался что-то сделать, но не может войти, и все. Во второй партии уже как-то более-менее я вошла. И то есть рисунок игры поменялся, что мы больше от атаки начали играть, какая-то уверенность была. И все поперло, я бы сказала так. Третья вообще, я считаю, мы на кураже каком-то были. То есть ты уже там в шаге от медали, от золотой медали, и это... круто. Нет такого, зажатости на всероссийских турнирах и на международных. Это совершенно разные уровни, и поэтому ты на всероссийских всегда расслаблен. Нет такого, что на российских зажимаешься ни с того ни с сего вдруг. Тоже, смотря какой соперник, с кем ты играешь. То есть от соперника зависит, не от турнира получается. От соперника, от того, как ты к нему подойдешь. Подготовишься ты к нему или не подготовишься. Ты же можешь выйти,
Ой, ну мы их выигрывали уже 10 раз. Что там, этот 11-й? И в подсознании ты уже такой на чиле, я бы сказала. А ребята-то все равно растут, цепляются, пытаются выигрывать. И ну вот эту слабину, короче, нельзя давать.